Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel Show, а значит, пятерка новых отелей уже на подходе. И мы продолжаем наше путешествие по Куала-Лумпуру. Но прежде чем начнем, хотим поздравить нашего победителя. Вот его комментарий. Хотите точно так же, обязательно пишите название отеля, либо комментарий, и, может быть, именно вы станете победителем в следующем нашем выпуске. Ну что, полетели? И сегодня нас ждут такие отели, как Riviera City Kuala-Lumpur Central, Briggs Hotel KL Central, отель Central KL Central Station, My Hotel KL Central, Firefly by Marriott Chowkit Kuala-Lumpur. Ну что, погнали? И начнем мы с Riviera City Kuala-Lumpur Central. Что ты можешь сказать? Это комплекс апартаментов, такая огромная башня, находится в пешей доступности от центрального железнодорожного вокзала и автовокзала, куда прибывают автобусы из аэропорта. В принципе, достойный вариант. Шикарнейший вид с крыши, где находится бассейн, ниже находится тренажерный зал и огромный коворкинг. Есть также сауна. Но меня прям поразил именно коворкинг. Коворкинг находится прямо под бассейном. И над вами плавают люди. Было интересно наблюдать за плавающими и за работающими. Довольно уютные апартаменты, миниатюрные, но комфортабельные. Все есть и для приготовления пищи, плита, холодильник и сковородки, кастрюли, все было. Расположение очень удобное, недалеко супермаркет, можно сходить за продуктами, дома можно приготовить, посмотреть на отличный вид с крыши, офигенно круто, бассейн прекрасный, спортзал хороший, но не такой большой, как хотелось бы, поскольку народа в апартах очень много, то спортзал довольно такой забитый. Вид немножко удивил, не только красотой, но и вид на кладбище. Но оно красивое, так что вид не испортит. А рядом проходит монорельс, также есть станция, и все в пешей доступности. В принципе, я бы здесь поставил бы 10 даже. Ну, я 9 здесь поставлю. Ну, для меня единственный нюанс — это ожидание лифта, например, было. Иногда приходится его по несколько минут ждать, потому что комплекс большой и движение, соответственно, хаотично, особенно когда происходит заезд и выезд. Единственное, наверное, может быть минус — очень маленькое лобби, прям крохотное такое. Зачем-то ждут, не заселяют по возможности, то есть убрали бы номер, заселили, и было бы хорошо. Нет, вот в 3 часа, вот ждите, сидите, вот потом вас только заселят. Ну, вот это такой небольшой смазанный осадочек остался. Ну, в целом неплохо, я рекомендую, но я поставлю 9. И перемещаемся мы буквально на соседнюю улицу. Briggs Hotel KL Central. Находится в той же локации, рядом с центральным вокзалом. Отель неоднозначный по отзывам, но мы приехали, убедились, что не так давно в отеле провели реновацию. Все чисто красиво, очень приятное лобби, где комфортабельно можно провести время в ожидании заселения или просто проводить время в лобби. Работает кондиционер. Ну, лобби тоже не такое большое, примерно по размерам, ну нет, чуть-чуть поменьше, чем вот в предыдущем, но здесь и народу, извините, раз так в 100-200 меньше живет в этом отеле. Реально хороший ремонт есть, почти все номера отремонтированы свежие, есть какие-то не очень свежие, но в целом я так смотрел, несколько категорий номеров прошел, прям хорошо. Берите лучше с окном, номера светлые, просторные, есть номера прям большие, с такой небольшим ливинг-румом, джакузи даже, прям прикольно, за свои деньги отличный вариант. Бассейна нет, спортзала тоже нет, завтраков нет, но в пешей доступности довольно много кафе и ресторанов, правда, это будет местная малайская либо индусская кухня, но это все компенсируется, у вас рядом Чайна-таун, можно в принципе в течение получаса дойти до центрального железнодорожного вокзала, где есть торговый центр. А сколько ставишь? Я здесь поставлю 7. Я здесь поставлю побольше, мне понравилось, наверное, 8. Да, нету как бы у вас бассейна, спортзала, но мы их и не оцениваем, поэтому 8 отлично. Ну, я здесь с тобой не согласен, все-таки можно найти гораздо лучший вариант. Что? За такие деньги? Но не в Куала-Лумпуре. Вот именно, не в Куала-Лумпуре. И перемещаемся мы на соседнюю улицу, Hotel Central KL Central Station. Приятное довольно лобби, но, в принципе, на этом все заканчивается. Номер такой у нас был своеобразненький, без окна, но не очень комфортно было в нем находиться.
Ну, у нас был реально маленький номер, самый дешевый номер бронировали, поскольку мы тестим, не всегда берем дорого-богато, иногда надо и по-скромному пожить, чтобы вот эту разницу ощутить, когда ты как король, а иногда не как король, живешь в отеле. Плохая уборка, по крайней мере, в этом отеле, потому что мы жили в других, в следующем выпуске вам расскажем. Кондер плохо работал, был грязненький, с отелем не очень хорошо следят, но это в данный момент, потому что на территории проходил уже ремонт, и, возможно, уже, когда вы поедете, будут отремонтированы номера. Данный номер был не отремонтирован. Могу сказать вот на данный момент, что и как там было, это не очень. Мы обычно просим показать нам номера разных категорий, чтобы мы сравнили их. Администрация отеля сказала, что нам не интересно обзор отеля, и, в принципе, нам ничего показывать не будут. Поэтому, к сожалению, мы ничего здесь и не увидели, и поставим за этот отель 7. Я с тобой не соглашусь, я бы здесь 5 поставил и не возвращался бы сюда. Продолжаем. И перемещаемся мы в отель напротив. Это My Hotel KL Central. И здесь довольно было все прилично и хорошо, несмотря на то, что нам пришлось поменять номер. Я вот не помню, почему мы его меняли. Стаканчик там был. Да, у нас там прополз стаканчик, и нам сказали, давайте мы номер вам поменяем. Ну, здесь, возможно, это из-за того, что отель находится в стадии ремонта. Именно 4-й этаж ремонтировался, мы жили на 5-м, и, возможно, как раз стаканчики поползли кверху. Сразу после нашего переселения обработали номер от насекомых. Завтраков нет, бассейна нет, спортзала нет, но компенсируется также обильным наличием кафе и ресторанов пешей доступности. Вы еще ближе будете жить, буквально в нескольких минутах от центрального торгового центра и железнодорожного вокзала. Что ты можешь поставить здесь? Я здесь ставлю добротную 9. Очень удобный отель, особенно если у вас длительная транзитная остановка. Например, в Куала-Лумпуре приехали из аэропорта, заселились в отель, погуляли, переночевали и также спокойно можете ранним утренним автобусом либо поездом уехать в аэропорт. Ну, я здесь поставлю 8, потому что номера еще не все отремонтированы. Мы как раз переехали в не очень отремонтированный номер, то есть чуть позже его отремонтируют, как и весь отель, и можно реально будет ставить 9, но пока я поставлю только 8. И завершаем мы сегодняшний выпуск Firefly by Marriott Chowkit Kuala-Lumpur. Мы приехали в выходные, начальства нету, и поэтому тоже, может, как-то отношение было не такое гостеприимное, как и в других отелях, кстати, марриоттовских, где были даже и в выходные приезжать. Здесь как-то так. Мне не очень вначале понравилось, но после, уже когда пришел менеджер, там нам все показали, все рассказали, и там уже реально было гораздо лучше, приятнее находиться. Номера все светлые, чистые, просторные, здесь прям претензий нет. Мне очень понравился дизайн, именно конструкция номера, то есть у вас за счет того, что можно раздвинуть окна в ванной стены, да, у вас будет гораздо больше места и гораздо больше простора, и это прям реально кайф. Да, очень приятный отель, расположен в районе Chowkit, это север Куала-Лумпура. Можно добраться как на монорельсе, очень удобно, до центральных достопримечательностей. А мы пешком ходили, гуляли, в принципе, 40-45 минут пешком до Петроноса, довольно комфортно. Номер тоже очень комфортный, ну что ж говорить, Marriott держит марку. Бассейна нет, есть спортзал и также завтраки на достойном уровне. Есть не только спортзал, с хорошими тренажерами позаниматься можно замечательно. Я ходил, занимался. Также в выходные есть ланчи и ужины, поэтому можно насладиться и, в принципе, за такую относительно небольшую плату. И выбор реально очень хорош. И я здесь ставлю 10 баллов, мне прям все понравилось. Я поставлю 9, потому что есть куда расти, и именно сервис, сравнивая с другими отелями, то есть тоже Marriott и не только Marriott, мне вот в начале показалось, что пострадал и есть куда стремиться. Вот если в следующий раз я приеду, вот прям будет, просто, не такой дешевый отель. Как бы дешевый, но не такой дешевый, и поэтому хочется сервиса ощутить. Но на эти деньги я не ощутил, поэтому поставлю только 9. Напоминаем, что все отели мы бронируем на нашем сайте, либо в нашем приложении, поэтому тоже скачивайте, устанавливайте. И, может быть, именно вы станете победителем нашего новогоднего розыгрыша. 3 января мы разыграем проживание в отеле. Вам стоит лишь забронировать отель в
приложении, либо на сайте. И 3 числа мы подведем итоги. Так что смотрите, лайкайте, комментируйте, ну и бронируйте отели. Чем больше бронирований, отелей, авиабилетов, тем больше шансов на победу. Мы разыгрываем по каждому бронированию, поэтому чем больше, тем лучше. А в нашем телеграм-канале вы узнаете, как добраться до Таиланда и Вьетнама и отдохнуть там. Поэтому обязательно смотрите новые выпуски, мы вам рассказываем. Ну и в телеграме, соответственно, читайте, будет интересно. Ну а теперь переходим к нашему топ-рейтингу. Как расставляешь? На первом месте у меня будет Firefly by Marriott Chowkit. Дальше я поставлю Riviera City Kuala Lumpur Central. Потом у меня идет My Hotel KL Central. На 4-м месте у меня Brix Hotel KL Central. И завершаю все отель KL Central Station. Но я немножко сделаю по-другому. Начну я с Firefield by Marriott. Затем я продолжу Ривьерой. Затем я переселюсь в Brix Hotel, My Hotel и перемещусь в Hotel Center KL Central. Переходим к нашей недельке. Как ты поедешь по этим отелям? Я начну с центра. Я заселюсь в Ривьеру, в апартаменты, прекраснейший вид, на весь город открывается. Дальше я переселюсь в Fireflight, поеду на север города, изучу этот район и вернусь в отель Brix и завершу путешествие в My Hotel KL Central Station. Я не вернусь. Я с тобой полностью соглашусь, хороший вариант размещения. Можно чуть-чуть поиграть, но в принципе хорошо. Ну что, напоминаем, все отели мы бронируем по нашим ссылкам в описании на нашем сайте и в нашем приложении. На этом все. Увидимся. Пока-пока. Пока.